Ну что же, всем привет! Да-да, снова Demon Slayer. На этот раз локализованная русская версия на русском языке. Слава богу, все общаются на одном языке, и это, конечно, не может не радовать. Это круто. Вот, огромное количество игроков со всего СНГ, старых очень много игроков. Собственно говоря, как будто бы, как будто бы ничего и не менялось. Как будто бы Demon Slayer Mobile продолжает жить. Хотя, конечно, эта игра это полная копия Вартюн Ультра, про которую я записывал видео предыдущие и говорил о том, что Вартюн мертва, да, или Demon Slayer мертв, потому что здесь все полностью пересобрали, пересобрали заново баланс, пересобрали заново роли, сильфов, персонажей и так далее, и так далее. В общем, давайте по порядку. Как я уже и говорил, роли сильфов поменялись. Самый имбалансный сильф здесь Свет, светлый сильф. У него очень лютые навыки. Я вот только сегодня взял Свет. Еще и не закачивал его. Но можно посмотреть. Да, 450%, 330%. То есть два удара уже, которые крошат все. Вот. Дальше, конечно же, хил. И здесь тоже хил. В общем, очень лютый сильф. Огонь. Огонь у нас дамагер из недонатерских, скажем так, сильфов. Хотя и свет можно взять без доната. Но мне пришлось чуть-чуть задонатить, чтобы поскорее его взять. Не сильно, там буквально что-то в районе 1000 рублей получилось задонатить. И вот на там 8-й день игры, по-моему, сегодня 8-й день, вот я взял свет. До этого вот бегал с огнем. Огонь здесь выполняет роль электрического сильфа, как это было раньше. То есть электрик был дамагером, огонь тоже дамажил, но чуть послабее. Здесь нет, здесь у электрического сильфа ульта 240, у огненного 400. Плюс еще огонь умеет хилиться на 30% и снижает урон. В общем, если вдруг будете заходить играть, то поначалу качайте огонь. Потом уже потихоньку перебирайтесь на свет. Вот. Ну, если как бы хотите сразу там порядка 7 тысяч баллинов задонатить, можете сразу взять свет. Вот, тоже не проблема. Так, дальше кони. Кони здесь выглядят вот таким образом. То есть они разделены на вот таких 5 групп. Вот. И добываются они с помощью вот таких вот карточек. Сейчас вам покажу. Вот первая карточка, купон желаний. И вторая карточка, золотой купон желаний. Как это работает? То есть переходим в магазин, здесь есть пруд желаний, ну и соответственно здесь вы можете взять шмот за 10 золотых карточек СА уровня, ну и соответственно за 10 обычных А и Б уровня. С конями то же самое. То есть 25 обычных карточек. Вот мы сейчас с вами возьмем этого коня. Значит, кони с характеристиками 20-30 и 25 золотых карточек 30-40. То есть вот они здесь. Я говорил о том, что это похоже на развод, на такую черную дыру. Почему? Потому что вы фармите карточки, и вам может выпасть один и тот же конь. То есть вот у меня там открыто здесь 3, сейчас попробую взять, посмотрим. Да, ну вот, собственно говоря, про что я и говорил. То есть мне выпал тот же конь, который у меня уже активен. Вот это, конечно, вот он, трицератопс. Вот это, конечно, меня прям очень сильно раздражает здесь. То есть вот эта механика. Вот, но он не пропадает просто так. То есть вы можете поднимать уровень с помощью этой карточки. То есть раз, и я поднял уровень. Да, это хорошо, но хотелось бы, да, иметь возможность в магазине, если вы там, например, донатите, да, фармить вот эти карточки,
да, и какого-то конкретного коня покупать. Ну, как это было у нас раньше. То есть какой-то конь выходит на ивенте, да, и я смотрю, я хочу этого коня или не хочу. Все, пусть он будет там дорогой, да, пусть он стоит дорого, но я понимаю, за что я плачу. Здесь нет, здесь как бы... Здесь можно очень-очень долго выбивать всех коней. С другой стороны, и карточки здесь фармятся достаточно просто. То есть, ну, нет такого, что здесь прямо они на вес золота. Они фармятся потихонечку, не быстро, но фармятся. То есть, в принципе, можно играть без доната. Так, астралы. Что с астралами у нас? С астралами тоже здесь, ну, все поменяли. Здесь появился вот такой астрал, как исходящий урон. Здесь нет пассивки блока, но есть астрал, который при блоке с шансом 15% восстанавливает какое-то количество здоровья. При действии какое-то количество здоровья идет. Вот. Но в целом все остальное, в принципе, будет вам достаточно понятно. Потому что атака атакой, маг, физзащита, все на месте, снижение урона. То есть, ну, здесь все в порядке. Навыки. Да, в скиллбаре 6 окошек. Тоже считаю это имбалансной штукой, потому что 5, когда было 5, это было правильно, потому что нужно было подбирать ветки определенные. Здесь 6, и здесь не нужно думать. Здесь можно поставить все, что тебе нужно, и не париться. То есть у мага может быть одновременно и ДД ветка, и хил ветка. То есть у него может стоять Сунтория, Соло хил и Божественный свет, который всех хилит. Молния, дождь и ульта. Все это укладывается в 6 скиллов. В принципе, магу больше ничего и не надо. Окей, если нужно там что-то почистить, просто меняем, например, Соло хил на чистку. У вас все равно остается Сунтория, Божественный свет, ну, либо дождь можно убрать, оставить молнию. Ну, у танка здесь то же самое. Здесь вот появился вот такой скилл, как выносливость. Раньше он был пассивный, сейчас он восстанавливает здоровье. То есть у танка появился хил. Вот. И, соответственно, его можно поставить вот после щита. И, например, поставить щит Арса, который накладывает баф в 30% на всех союзников. Вот, собственно, и все. То есть одной ветки будет достаточно вообще для игры во все. Пассивки вот такие. Блок плюс 30, урон минус 15. Физзащита плюс 30, здоровье плюс 30. Атака плюс 30. Ну и это еще не выкачивал. Ну, в общем, все здесь переработали. Вот, но играть можно. Дальше ивенты. Что по ивентам? Значит, у нас есть бонус по уровню, неделя входов, подарки за донат. И вот они, собственно говоря, сами ивенты. Это ивенты, которые сбрасываются раз в сутки. То есть повысить активность. Здесь, соответственно, тонус переработать, башню королей пройти. Вот. Ну и остров сильфов. Дальше недельные ивенты. То есть осколки рун. Это, к слову, о том, сейчас я вам покажу. Это значит, появились такие слоты, но я вам их показывал, да? Вот дополнительные камни. И вот здесь, значит, копится энергия, вы ее перерабатываете. Перерабатываете ненужные камушки в осколки. Вот. И у вас появляется осколок руны. Вот этими осколками рун мы прокачиваем камушки и, соответственно, выполняем ивент. Вот он. Дальше руны, тренировка, опять же, коней. И есть вот такие обмены. То есть самая главная валюта, которая будет покупаться здесь за донат, это вот щит Арса.
И, соответственно, ну, помните, раньше, да, в Wartune и в Demon Slayer это были разные элементы. То есть каждый новый ивент были какие-то разные элементы. То там какие-то розочки, то там осколки того, то осколки сего. Вы все это коллекционировали, собирали, и потом это все обменивали на какой-то лут. А здесь это щит Ареса, и щит Ареса единственная валюта, которая будет в будущем покупаться, и на нее здесь меняются различные предметы, в том числе и сильфы. Вот. Я думаю, возможно, в будущем будут еще какие-то кони. Так, ферма. Ферма здесь все то же самое. Так же самое все работает. Так же самое фармится. Ну, я не знаю, это баловство, на самом деле. Вот. Кианита здесь нет. Все здесь за золото прокачивается. То есть вот эта вот вышка, она прокачивает все дополнительные навыки за золото. Все за золото. Очень дорого зачаровывается шмот. То есть на 50 уровне он зачаровывается до 50, на 60 до 60, на 70, ну и так далее. Вот. Единственное, что здесь классно, это прокачивается сам шмот. То есть вот мне нужно, например, перейти в 50-ю броню, я могу это сделать с помощью 40-й. То есть если без нее у меня 200 магических кристаллов, если с ней, то всего 100. То есть быстрее. То есть одна броня перерабатывается в другую. И тем самым очень быстро вы фармите себе новую экипу. То есть прыгая с уровня на уровень, очень быстро реализуется шмот на персонаже. И это классно. Это классно. Ну, то же самое с эпиком. То есть в легенду, когда вы переодеваетесь, соответственно, вы просто копите 100 легендарных камней и перепрыгиваете на легенду. Вот, в целом, старым игрокам, которые давно ждали Demon Slayer, которые давно ждали, там, не знаю, что-то, какой-то аналог Wartune старый, в который мы играли, ничего кроме этого не будет. Вот Demon Slayer 4 Ultra, скорее всего, это единственный на ближайшие годы проект, который кроссплатформенный, можно играть и с компьютера, и с мобильного телефона. Да, вот с такими отличиями. Да, здесь все совсем по-другому, и битва гильдий другая, и, ну, очень-очень много здесь всего не так работает, условно говоря, как это работало у нас в Demon Slayer в старом, в Mobile, в Wartune Mobile. Но вот привыкается достаточно быстро. То есть я как будто бы, ну, чувствую, да, что немножко не то. Ну, все как будто бы здесь немножко не то. Но, тем не менее, привыкается достаточно быстро, как будто это воспринимается, знаете, как будто бы пришло вот такое обновление, и все, вы его просто принимаете и с ним живете. Вот и все. Собственно говоря, по поводу еще доната. Донат стоит вот столько. Все локализовано, опять же, на российские рубли, соответственно, оплата и СБП, и Тинькофф, и, ну, все что угодно. То есть, как угодно можете оплачивать, достаточно, ну, лояльно в этом плане, как бы, сервис относится к платежам. Вот. Ну, и не так дорого, как это было. Если вы вспомните, то что в Wartune, что в DSM алмазы стоили, баллины стоили гораздо дороже. Вот. Что по поводу канала? Не знаю, буду ли я, как раньше, выпускать видео и рассказывать здесь о каждом шаге, о том, как прокачиваю там персонажа, это все показывать. Не знаю, почему, потому что, ну, не особо хочется. Все это уже было, все это уже десятки раз показано, рассказано. Не знаю, вот аренку, может быть, буду записывать. Ну, либо какие-то уникальные прям события, которых здесь, наверное, нет. Вот. Ну и буду выходить вот так в эфир. Что-то там рассказывать, делиться. Вот, так что так вот. В общем, заходите, приглашаю всех.
Я играю на S1 сервере, вам не рекомендую уже на него заходить, потому что мы уже играем больше недели, и вы очень сильно отстанете. Заходите на новый сервер, развивайтесь, качайтесь, будем пересекаться на ПБ, будем пересекаться на арене. Ну вот, такие дела. Ладно, все, всем спасибо, услышимся, увидимся в следующих видео. Пока-пока.